Наталья Андреевна Воронина жила в тихом и уютном районе Санкт-Петербурга. Ее квартира была настоящим музеем, полным антикварных предметов. Старинные фотографии на стенах хранили бережно сохраненные воспоминания о прошлом. Каждая из них рассказывала свою историю. Каждая деталь вещи выделялась среди общих воспоминаний о жизни, наполненной яркими моментами. В углу стоял старый граммофон, который, как и многие другие предметы, был привезен из далекого путешествия. Однако самым важным обитателем дома был ее преданный пес Аркадий. Он не был просто милым щенком. Он стал частью ее жизни и ее надежд, а его преданность была бесспорной. Зимой Наталья нашла маленького щенка на улице, когда снег накрывал Санкт-Петербург щемящей белизной. Он выглядел замерзшим и испуганным. Его тонкий лай сливался с холодным ветром. В те минуты Наталья почувствовала, как сердце наполнилось жалостью. Несмотря на предупреждения ветеринаров о возможных сложностях и заболеваниях, связанных с щенком, Наталья не смогла пройти мимо. Она взяла его домой, собрала все свои заботы и сделала первый шаг к лучшему, решив, что спасение — это не только хорошо, но и правильно. Сначала ее муж Павел был против идеи завести питомца. У него была научная натура. Он думал о всех возможных рисках, связанных с состоянием здоровья и содержанием животного. Но со временем он заметил, как между Натальей и Аркадием возникла уникальная связь. Щенок проявлял чуткость к состоянию Натальи, всегда был рядом, когда ей было грустно или одиноко. Он необъяснимо умел чувствовать, когда Наталья могла стать уязвимой, и приходил к ней, как бы предсказывая ее чувства. С каждым днем Наталья чувствовала себя все более счастливой в компании Аркадия. Павел старался создать ей уютную атмосферу, делая все возможное, чтобы их квартира стала настоящим оазисом чистоты и спокойствия. Он удивлялся, как сильно изменилось его окружение с появлением Аркадия. Дом наполнился жизнью и теплом, а смех Натальи звучал как никогда искренне. Но вскоре в ее жизни произошло значительное событие. Наталья узнала, что беременна. Эта новость принесла ей радость, но также наложила определенные ограничения. Ее мир, до этого полного привычной рутины и забот о любимом щенке, изменился, как будто произошел необратимый поворот, запустив новый, неведомый ей этап жизни. Однако ее здоровье начало ухудшаться, и Наталья начала ощущать тяжелые головокружения. Состояние ее требовало внимания, и Павел, как заботливый муж, принял решение составить список анализов и консультаций. С каждым новым визитом к врачу она осознавала, насколько сильно ее состояние влияет на окружающих. Даже радость материнства затмевалась тревогой за свое здоровье. С каждым днем Наталья становилась все более уязвимой, а Аркадий, чувствительный к ее состоянию, становился все более настороженным. Весной ее здоровье резко ухудшилось, и новые симптомы стали весьма настораживающими. Простые обязанности, которые раньше приносили ей удовольствие, превратились в трудности, а прогулки с Аркадием стали обременительными. Павел вначале пытался справиться с проблемой сам, заявляя, что все это просто обострение аллергии. Однако вскоре он понял, что такие предположения не могут объяснить ее состояние. Мужчина стал исследовать возможные причины, и с каждым новым анализом он осознавал, что ситуация становится слишком сложной. Волею судьбы его мать Елена Сергеевна настаивала на полном обследовании Натальи. Она всегда обладала интуицией и знала, когда внучке требуется помощь. Аркадий, однако, заметил изменения в атмосфере и стал неожиданно агрессивным, устанавливая невидимый барьер между Натальей и остальной семьей. Он повел себя, будто чувствовал угрозу, так как его поведение стало все более тревожным. Ситуация постепенно накалялась,
И начались бесконечные визиты к врачам и обследования. Каждый раз, когда Наталья посещала медицинское учреждение, Аркадий оставался в неестественной тревоге. При этом каждый врач не находил никаких конкретных причин, и этот неопределенный диагноз был подобен стихийному бедствию, которое с каждой минутой охватывало дом. Но его предчувствие никто не воспринимал всерьез. Однажды ночью Наталья проснулась от страха и скулёжа Аркадия. Он был насторожен, словно ожидая непоправимого. В ту ночь ей стало плохо. Темные обои словно накрывали ее, и она почувствовала, как снова теряет сознание. В тот момент Наталья была более уязвима, чем когда-либо. Павел, встревоженный состоянием жены, настаивал на том, чтобы исключить все возможные аллергены, в том числе и Аркадия. Но эта идея только добавила нездорового напряжения в атмосферу семьи. Доктор Соколов рекомендовал исключить потенциальные аллергены из окружающей Наталью среды. Павел, желая помочь, уговорил Наталью временно отдать Аркадия своему брату Андрею. Этот шаг сломал сердце Натальи, и по мере того, как ее надежда уменьшалась, Аркадий, в свою очередь, проявлял неповиновение и прятался от всех попыток уйти. Он чувствовал, что его забирают в чужое место, где ему не будет комфортно, и оставляет его любимую хозяйку, оставляя ее на произвол тяжелой ситуации. Как сильный и преданный друг, он не хотел покидать ее. Жизнь без Аркадия оказалась для Натальи настоящим испытанием, которое она не могла преодолеть. Она стала чувствовать себя еще хуже, и врачи продолжали не находить причин ее недугов. Облака тоскливого безнадежия нависли над ее головой, а Павел, мучимый сомнениями о правильности своего решения, все больше задавался вопросом, не является ли временная разлука с любимым псом еще одной ошибкой. Состояние Натальи не улучшается, и Павел начинал думать о необходимости ее госпитализации, о том, насколько серьезными становятся ее симптомы. Тишина в квартире была удушающей. Наталья сидела у окна, погруженная в свои мысли и воспоминания о любимом питомце, а за окном суеты мегаполиса не существовало. Как-то раз, не замечая, стала замечать темные пятна на стенах, с чем Павел пытался найти простое объяснение, вспоминая, что это всего лишь игра света. Однако тайное беспокойство нарастало, как непрекращающаяся буря. Павел измерял пульс Натальи, и даже его голос звучал неуверенно. Где-то в глубине души он понимал, что дело может быть не в обычной аллергии, и с каждым новым недомоганием Наталье его страхи только укреплялись. Когда Елена Сергеевна рассказала о похожих случаях из своей практики, Наталья серьезно задумалась и решила внимательнее рассмотреть квартиру. К своему ужасу она обнаружила, что стены были влажными, а в воздухе стоял затхлый запах, который последние дни тянулся у нее в носу, как призрачное напоминание о том, что все не так, как кажется. Все это время Аркадий оставался у Андрея, но и там его поведение стало странным. Он не хотел есть и всегда пытался сбежать, как будто знал, что происходит с Натальей. Наталья понимала, что их связь была сильнее, чем они могли предположить. Он чувствовал ее страдания даже на расстоянии, и такая мысль гложила ее душу. Павел впервые начал сомневаться в правильности своего решения. Смятение обуяло его ум. Состояние Натальи продолжало ухудшаться. Однажды Павел нашел ее в обмороке. Она настаивала на том, что причина ее состояния не была связана с аллергией на Аркадия, а скорее с чем-то другим, менее видимым. Павел начал прислушиваться к словам жены. Он понимал, что для их будущего необходимо разобраться в происходящем, и он чувствовал себя ответственным за обстановку, в которой они находились. Павел принимал все более крайние меры. Он начал собирать команду специалистов, стараясь найти догадки и теорию, как помочь Наталье. Но все безрезультатно.
Состояние Натальи не изменялось, а Елена Сергеевна регулярно измеряла ее показатели, оставаясь вне себя от беспокойства. Аркадий же в это время проявлял тревогу. Его поведение становилось все более неадекватным. Он вскрывал несогласие с тем, что происходит, и поддерживал Наталью на расстоянии, прося о помощи. Но помощь не приходила. Специалисты вскоре обнаружили, что в квартире имеется токсичная плесень. Она выделяла микотоксины, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Павел вдруг осознал, что Аркадий всю дорогу пытался предупредить их об опасности, находясь рядом с Натальей. Его предчувствия теперь приобрели новое значение, и, кажется, людям нужно было понять, что многие вещи они просто игнорировали. Эксперт предложил герметизировать помещение и реконструировать систему вентиляции. Павел осознал, что все эти месяцы он не замечал симптомов, несмотря на беспокойство Аркадия, который предупреждал их о том, что дома царила нестабильность. Находясь рядом, он пытался защитить семью от невидимых угроз, проникающих в жилье. Елена Сергеевна активно информировала врачей об опасности токсичной плесени. Лечение Натальи было пересмотрено. Новые специалисты по экологической медицине были вызваны на помощь. С ее состоянием происходили значительные улучшения. Дыхание стало ровнее, а жизненные функции стабилизировались. В жизни Натальи снова появились надежда и уверенность, что все может стать лучше. Аркадий, не отходя от Натальи, следил за каждым ее движением в больничной палате. Заведующая отделением отметила, что концентрация микотоксинов в организме Натальи была выше нормальной. Павел, постоянно заботясь о жене, разрывался между ее условиями и координацией работ по реконструкции квартиры. Ему было трудно смириться с тем, что он упустил нечто важное. Находясь вдали от зараженной квартиры, Наталья начала восстанавливаться. Она поняла, что Аркадий, проявляя беспокойство, пытался защитить их обоих. Павел также осознал, что его научное мировоззрение не помогло заметить опасности, которые были прямо перед ним. Они, как семья, научились лучше понимать друг друга и начали реконструировать свои жизни с чистого листа. Наталья вновь обрела уверенность, что сможет стать здоровой ради будущего их ребенка. После переезда Наталья получила результаты экспертизы своей квартиры и увидела, что старая система вентиляции создала идеальные условия для плесени. Аркадий на самом деле чувствовал опасность в местах с высокой концентрацией. Его преданная натура и связь с Натальей стали главными элементами, которые помогли устранить скрытую угрозу и подарили возможность новым отношениям. Переезд на Крестовский остров стал началом новой жизни. Наталья и Аркадий адаптировались к новой обстановке, которая должна была стать их домом. Пес непривычно чувствовал себя счастливо, и его поведение заметно успокоилось, что придавало уверенности Наталье. Они начали отношения заново, воспользовавшись вторым шансом. Павел погрузился в изучение способностей собак обнаруживать угрозы. Он фиксировал детали поведения Аркадия, сопоставляя их с последними научными данными. Наталья наблюдала за мужчиной, теряющимся в своих замечаниях и поисках ответов. Это вновь приносило ей радость, ведь она видела, как ее муж, который раньше всегда полагался лишь на логику, начинает открывать горизонты интуитивного понимания ситуации. История Аркадия привлекла внимание медицинского сообщества. Стали обсуждаться возможности использования собак для ранней диагностики заболеваний. Павел представлял, как многие семьи смогут получить поддержку и защиту от опасностей, будучи при этом уверенными в том, что их любимцы не просто животные, а настоящие защитники. Каждый успех и каждая собранная информация служили доказательством того, что работа с собаками может стать ключом к многому. В новой квартире Ворониных собрался консилиум специалистов, обсуждая возможность создания программы подготовки собак для выявления экологических угроз. Аркадий должен был стать
первым участником этой экспериментальной программы. Он был более чем щенком. Он стал символом борьбы с невидимой опасностью и примером для подражания. Павел с радостью вспоминал о том, как все начиналось, и был полон надежд на то, что работа принесет свои плоды. Специалисты обсуждали возможность научить других собак определять опасные вещества. Павел вдруг осознал, что наука и природная интуиция могут сосуществовать, и эта работа в конечном итоге станет основой нового подхода. Метод научного понимания, соединенный с интуицией, привел бы к невероятным результатам. Лаборатория фиксировала реакции Аркадия на различные химические соединения. Профессор Соколов подчеркнул, что для успешного выполнения проекта важно сохранить связь Аркадия с семьей. Он спрашивал о том, как их отношения влияют на успешность программы, и, соответственно, адаптировал свои исследования. Исследования показывали, что доверие между собакой и человеком может стать ключом к успеху. Как только лето настало, Аркадий продолжал принимать участие в исследованиях и возвращался домой к Наталье. Проект по изучению способностей собак к обнаружению токсичных веществ стремительно развивался, а результаты превзошли все ожидания. Все они поняли, что их совместные усилия не просто работа, а настоящий путь к помощи другим. Каждый новый успех был убедительнее предыдущего и заставлял людей верить в перемены. Аркадий показывал феноменальные способности, безошибочно определяя плесень даже при низкой концентрации. Его чувствительность превышала возможности современных детекторов. Как только научные данные становились доступны, к проекту присоединились другие собаки для обучения. Каждая собака привносила свои уникальные черты, что дополняло результаты. Наталья внимательно наблюдала за работой мужа и Аркадия. Ее здоровье продолжало улучшаться после переезда и устранения токсинов. Елена Сергеевна создала базу данных успешных случаев обнаружения опасных веществ, желая предоставить информацию, способную уберечь многих. Проект привлек внимание не только журналистов, но и медицинского сообщества. Обученные собаки начали помогать выявлять скрытые угрозы в жилых помещениях. Каждый успешный случай подтверждал важность инициативы и добавлял уверенности. Теперь Аркадий больше не просто домашний любимец. Он стал известен среди людей как настоящий защитник. Спустя некоторое время Наталья родила здорового мальчика, которого назвали Михаилом. Аркадий ожидал новостей у больницы, как будто знал, что теперь у них появился новый член семьи. Это был их новый этап, и Аркадий продолжал оставаться на страже семейных ценностей и безопасности. Елена Сергеевна координировала работу исследовательского центра, поддерживая связь между проектом и его прогрессом. Разработанная методика подготовки собак на основе наблюдений за Аркадием уже привлекала внимание. И каждый новый успех подчеркивал ее важность. Павел представил результаты работы на международной конференции, где программа подготовки собак-детекторов вызвала огромный интерес. Все обученные собаки показывали результаты, превосходящие современные технологии и оборудование. Признание пришло к Павлу в том, что он рад за успехи, которые его работа принесла. Елена Сергеевна подчеркивала важность доверия и понимания. В один из вечеров семья собралась на балконе, вспоминая, как все начиналось. Аркадий, прижмурясь к солнцу, сидел рядом. Его глаза светились радостным блеском. Он был не просто питомцем. Он стал тем, кто научил их слушать интуицию и защищать своих близких. В эту очевидную гармонию вновь неожиданно вернулось счастье, которое сделало их сильнее. История Аркадия и семьи Ворониных — это не просто рассказ. Это история о доверии, любви и защите. Это напоминание о том, что иногда именно те, кто не может говорить, пытаются нас защитить. Следует вслушиваться в то, что говорят наши питомцы, и разобраться в том, что они пытаются донести, ведь их язык говорит о многом даже в молчании. Они могут быть посланниками добра,
И это знание того, что в жизни всегда есть место для защиты и любви, в конечном итоге делает нас сильнее.